выросла добыча газа. Давайте вот немножечко. В январе и июле, то есть за первые 7 месяцев текущего года, было добыто 334 миллиарда кубических метров, что всего лишь на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кто бы мог подумать, кто бы мог такое предполагать? Ну, в общем, все, кто следил и за ростом потребления в Российской Федерации, и за ростом экспортных поставок в 2024 году относительно 2023 года, могли это предполагать. Ну, собственно говоря, вот отражение этих данных. К июлю 2023 года рост составил аж 20,3%. Ну, тоже, в общем-то, неплохо. Это в июле 2024 года, если что. Это вот наиболее свежие данные, опубликованные Росстатом. Не сказать, что рост гигантский, но он на самом деле плановый. Немножечко увеличились объемы поставок по силе Сибири, немножечко увеличились поставки в Центральную Азию, чуточку выросли поставки в Европу. Компания «Новатэк», находясь под не знаю каким слоем санкций, несмотря ни на что, продолжает спокойно добывать газ на утреннем месторождении. И как ни странно, проект «Арктика-СПГ-2», пусть не на 100% мощности, но работает себе и работает. Так что тут немножечко, здесь чуть-чуть. И начинает сказываться, наконец, социальная газификация, что тоже, в общем-то, приятно. Это значит, все то, что мы слышим, прокладываются новые и новые распределительные сети, вот они начинают работать, мы потихоньку начинаем пользоваться этими благами, так скажем. Ну и посмотрим, кстати, тут Европа, говорят, очень сильно отказывается от российского газа. Я слышал вот такой, а трубопроводный газ там некоторые предлагают обложить какими-то налогами. Давайте на график глянем, а то мы как-то говорим, а вдруг мы вас коварно обманываем. Давайте посмотрим. Вот график, нарисованный не нами. Это специально обученные люди в Европейском Союзе следят за и нашими, и норвежскими, и алжирскими, за всеми поставками. Это поставки за, соответственно, 23-24 годы. Ну, синенькая часть – это 23 год, такая оранжевая – это 24 год. Это поставки газа из Российской Федерации по трубопроводам в страны Европейского Союза. Ждем комментариев, что все им надо обрубить, но мы этой темы, я думаю, еще коснемся. Комментарии нам можно отправлять, вопросы, предложения, замечания с помощью QR-кода, который вы наверняка в какой-то момент, вот, например, в этот момент, увидите в углу экрана. Итак, а с добычей нефти и производством нефтепродуктов у нас... Давайте сразу поясним. Вот этот тотальный провал, который вы на графике видели, это планово-предупредительный ремонт на турецком потоке. 1 неделю занял, вот мы его и видим. Да, собственно говоря, профилактика везде должна проводиться. Вот плановые работы проводятся и на турецком потоке. Значит, с добычей нефти и производством нефтепродуктов все несколько сложнее. То есть, с одной стороны, у нас добыча нефти находится под ограничениями, связанными со сделкой ОПЕК+. То есть мы и рады бы, может, увеличить, но у нас есть партнеры, с которыми мы договариваемся, и мы сдерживаем добычу относительно тех показателей, которые могли бы продемонстрировать. Вот собираемся наращивать добычу с 1 октября. В рамках... Не только условия самого договора, но еще и добровольно взятые обязательства. Мы это самое... В комплекте. Да. Вот. Увеличение добычи в России должно начаться с 1 октября 2024 года. Собственно, опять же, в рамках действующего соглашения. Если вдруг вы увидите новости о том, что Россия увеличила добычу, кто бы мог подумать, это в рамках действующего соглашения. Что касается производства нефтепродуктов, я думаю, все понимают, что были некоторые внеплановые ремонты на заводах в России. Нам прогнозировали, что все, обвал 10-20, кто-то там писал и про 30% обвала производства нефтепродуктов. Вот, собственно говоря... Вот такие данные после вот этих всех внеплановых ремонтов, после вот этого вот всего, что мы с вами наблюдали в течение этого года, с января по... От себя отмечу, что больше этих данных не будет. Их в очередной раз у нас закрыли, чтобы не было необъективных спекуляций. Тем самым, видимо, подразумевается, что теперь спекуляции будут объективные. Для чего это надо, кому это надо... Вроде бы как тем самым сохраняют наше душевное спокойствие. Хотя мне кажется, что если будут запускаться слухи, что все заводы у нас закрылись, а объективная информация противопоставить этим сплетням не будет, настроение как раз будет более нервным. Но, может быть, этого кто-то не понимает. И, кроме того, раз мы сегодняшнюю дату вспоминаем, с 1 сентября вступил в действие новый
закону по защите от дронов объектов транспортной инфраструктуры. Транспортной инфраструктуры. Я ничего не путаю. Пока остальные объекты мы по закону, пока у нас, вот, видимо, господа депутаты отдыхали, но сейчас у них день знаний, они заглянут в какие-нибудь учебники, может быть, СМИ почитают, может быть, задумаются, что действительно стоит защищать от дронов, кроме транспортной инфраструктуры. Ну, собственно говоря, тут некоторые люди пытались специфическим образом поздравить Россию с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Была попытка атаковать, точнее, Московский нефтеперерабатывающий завод. Давайте вот официальное сообщение из телеграм-канала мэра Москвы Сергея Собянина почитаем. Сбили беспилотник в районе МНПЗ Московского нефтеперерабатывающего завода. Повреждений и пострадавших нет. Угрозы работе МНПЗ нет. Один беспилотник сбили, еще один сбитый беспилотник, это более позднее сообщение. В результате попадание повредило отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания. Возгорание на МНПЗ локализовано. Угроз для людей, функционирования завода нет. Молодцы, то есть наши ПВО молодцы, сбили, умницы. Собственно говоря, наши пожарные тоже большие молодцы. Все. И, я так подозреваю, правда, тушили, скорее всего, силами специально обученных людей на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Опять же, службы сработали хорошо. Ну, и еще два момента, раз уж мы на эту тему заговорили. В сети, в Телеграме особенно было множество фотографий, как что-то горит, вплоть до фотографий факела. Обычные технические процессы это тоже называли пожаром. Были очень ловкие фотографии сквозь арматуру башен, которые действительно имеют место быть, какой-то огонь. Если внимательно присмотреться, увеличить фотографию, то выясняется, что огонь значительно дальше этой установки. То есть, давайте все-таки я предлагаю ориентироваться именно на официальное сообщение, потому что не только дроны летят, но еще утки летят по всевозможным каналам, и соблюдайте информационную безопасность, меньше будете волноваться. Да, а всем людям, которые снимают видео и фото и выкладывают их в сеть из серии «Гля, что увидел! Ты смотри!» Большой привет! Вы такие молодцы, лапочки и солнышки, что словами не передать. Поэтому будем к вам обращаться ласково, как к маленьким несмышленышам, которые не понимают, что они делают и в чью пользу. И это, кстати, Александр передал очередной привет нашим законодателям. Может быть, вот таким людям, которые любят собирать просмотры, лайки и прочее, какие-то меры воздействия можно будет применять рано или поздно, когда появится для этого законодательная база. Я предлагаю, прежде чем перейти к следующей теме, она как раз касается людей, которые пытались поздравить, лучших представителей из этих людей, поотвечать на несколько вопросов. Слово «людей», ладно. Это нормально, можно. Значит, чем грозит проникновение газа к ядру планеты? До ядра планеты... газа? Я подозреваю природного газа. Во-первых, смотрите... Жидкости и газы идут от точки повышенного давления к точке пониженного давления. То есть, если вы строите скважину, у вас, будет идти точка пониженного давления вот у нас тут. Устье скважины. Устье скважины, да, на поверхности планеты Земля. В районе ядра там очень большие давления, туда газ вряд ли может проникнуть, движение идет в обратном направлении. Собственно говоря, у нас газ так образуется, и нефть так образуется, знаете, там идут всякие процессы, и в общем, такое вряд ли может произойти, и мы еще не научились даже скважин таких интересных бурить, чтобы... Но уже можем прямо сейчас приступать к научно-исследовательским опытно-конструкторским работам по проекту компрессорной станции, которая преодолеет давление ядра Земли, для того, чтобы закачать туда природный газ. Лет на 200-300 работы впереди есть. Далее, значит, перешли ли НПЗ полностью на производство отечественных катализаторов? Подозреваю, вы имеете в виду не производство, а потребление. Если брать, смотря какие катализаторы мы в данном случае берем, катализаторы каталитического крекинга, да, производство Российской Федерации и собственные мощности есть у некоторых компаний, некоторые из них сегодня уже назывались. И покупают у сторонних российских производителей. То есть кат-крекинг это почему важен? Потому что это наиболее высокотоннажный катализатор, использующийся в вторичных процессах нефтепереработки. Нам нужно где-то 16-17 тысяч тонн
Это, для понимания, все катализаторы где-то 22 тысячи тонн. Если я ошибся на пару-тройку тысяч тонн, да, простите меня, пожалуйста, но вот примерно таков порядок величин. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Далее, по реформингу, опять же, потребности наши закрыты. У той же Роснефти есть производство, у Газпромнефти есть производство от кат-крекинга. Далее, сейчас строится завод по производству катализаторов гидропроцессов в Омске. И вот он должен на 100% закрыть потребности российского рынка, пока с гидропроцессами сложно. Каталитический реформинг и ряд других процессов, что-то у нас выпускается, что-то импортируется. Но если брать по тоннажу, большая часть производится внутри Российской Федерации. Но проблему с гидропроцессами надо закрывать, но работа в этом направлении ведется и у «Газпромнефти», и у «Роснефти». Ну и кроме этого есть еще один удивительный процесс. Если сейчас говорить о независимости по катализаторам, то в России она порядка 75%. И еще одна страна, расположенная чуть южнее, Иран, там независимость порядка 80%. И в марте, во время очередного визита российской делегации в Тегеран, выяснилось, что эти проценты не совпадают. И с этого момента у нас работают специально обученные люди, которые пытаются привести стандарты в порядок. Тогда на двоих с Ираном мы закрываемся на 100%, и такое впечатление, что еще и экспортировать сможем. Мы не совпали. Вот их 80%, наши 75%, и они друг друга перекрыли. Так, добрый вечер. Так, спасибо. Значит, про бензин мы поговорим сегодня про бензин. Все будет если хорошо. Успеем. Будем надеяться. Будем стараться. Будем к этому стремиться. Так, про уголь мы обязательно пару слов скажем. Ну и, собственно говоря, давайте, прежде чем к нему перейти, скажем пару слов вот про вот этих вот персонажей. Значит, какая-то говорящая голова. Какая-то говорящая голова на Украине буквально вчера высказала потрясающую мысль. Упустила великолепную возможность промолчать. Вот высказалась эта говорящая голова по поводу прекращения транзита не только российского газа с 2025 года, но и транзита российской нефти с 2025 года. Все всполошились. 1 января. Давайте цитату говорящей головы. Вот мы нашли портрет говорящей головы. Кажется, он именно так выглядит. Итак, с 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод «Дружба», через который российская нефть поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Если более точно привести эту цитату, то там было «в горячо любимую нами Венгрию» или, как говорится по-украински, «Угорщину». Так вот, в горячо любимую, это, кстати, к вопросу, вот эта формулировка про горячо любимую, к вопросу о том, когда нам говорят, надо прекратить поставлять всем все, даже тем странам, которыми недовольны говорящие головы. Ну, похож ведь, правда? Так вот, говорящие головы из офиса президента Украины, которыми недовольны, да, им тоже прекратить поставлять. Интересно, на чью сторону тогда перейдут эти люди и чьи интересы будут отстаивать? Вот бы узнать, вот бы догадаться. Но мы готовы к дальнейшему предложениям всем все обрубить. Так вот, но после того, как говорящая голова из деревни вот этих самых вот это все сказала, выяснилось, прошло 2 часа 48 минут, я посмотрел, когда появлялись сообщения. Прекрасно. Вот, через 2 часа 48 минут, вот Борис вот любит прям точность. Сказал, погодите, меня не так поняли, подождите, я ничего не имел в виду, Давайте цитату по ТАСС посмотрим. Сообщение ТАСС, если можно. Украина будет выполнять все свои контрактные обязательства по поставкам нефти по трубопроводу «Дружба», в соответствии с которыми транзит должен продолжаться до 1 января 2030 года. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины, президента нет, а офис есть, Михаил Подоляк в эфире телеканала «Мы, Украина», комментируя свое предыдущее заявление о том, что нефтепровод будет остановлен с 1 января 2025 года. То есть это называется прокомментировать. А прокомментировать? Я бы сказал, что это дезавуировать, ну, это ладно. Ну, прокомментировал, понимаете, человек. Он сначала выскочил, вот дурилка, который не соображает, о чем говорит. Хотя, ну, в общем, всем
людям, погруженным в тему, известно, что контракт действует по транзиту российской нефти до 30 года, до 1 января 30 года контракт действует. Ну, вот, понимаете, человек из деревни... Подписывают тут всякого, а мне потом разбирайся, сказал господин Подоляк. Да, фотографию которого мы нашли, поставили, так что советник офиса, вы продолжайте, нам весело, мы радуемся каждый раз, когда вы что-нибудь рассказываете, ваши глубочайшие познания во всех сферах жизни, особенно в энергетике, настолько прекрасны, что мы ждем новых поводов обсудить все, что вы скажете. И тут вот какой момент, заметьте, на Украине вот этому советнику офиса приходилось оправдываться, что, вы понимаете, да, мы в сложной ситуации, но мы ответственная сторона, мы должны выполнять взятые на себя транзитные обязательства. У нас как-то вот всех ругают, а что это мы поставляем? Хотя есть продавец, есть покупатель. Просто случайно оказалось, что тут еще транзитер имеется между нами. Но вот транзитеру тоже приходится оправдываться. А что это он транзитом занимается? Хотя, казалось бы, эти деньги, они ведь идут. Сегодня Политико тоже высказалось. Вы знаете, вот Россия за газ получает в 2 раза больше денег от европейских покупателей, чем мы тратим на Украину. Давайте об этом поговорим подробнее. Нет, у нас не любят об этом говорить, поэтому идем дальше. Кстати, читал, что гидроразрывы в США вызвали землетрясения. Это частые гидроразрывы в Соединенных Штатах Америки на относительно небольших глубинах. Это очень часто. У нас с такой частотой их просто не делают. У нас необходимости нет. И это землетрясение от 1 до 3 баллов. То есть это не, учитывая, правда, где у нас ведется добыча, знаете, до ближайших населенных пунктов это просто не доходит. Какие-то лягушки вздрагивают. Лягушки, безусловно, вздрагивают, но 1-3 балла это абсолютно минимальная величина. Там небольшая глубина, небольшая площадь и интенсивно идущие вот эти гидроразрывы один за другим. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.